Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить огромный Ту-95МС. Это стратегический бомбардировщик, носитель, можно так сказать, стратегического оружия. И эта модель очень огромная, хоть она и в 144 масштабе. Давайте собирать. Передо мной коробка российского стратегического бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. И интересно, что по натовской классификации этот самолет начинается на буковку «Б», так как бомбардировщик, и данный образец у них называется «Медведем BR». Очень красиво выполнен бокс-арт в таком закатном розовом небе. А на обратной стороне у нас идет собранная модель, и у автора очень здорово получилось сделать такой металлический отблеск на модели. И, в принципе, мы можем увидеть, насколько она детализирована для 144 масштаба. И эта модель, на самом деле, даже огромная для этого масштаба. Она будет 34 сантиметра, и здесь 201 деталь. И эта модель также изготовлена по лицензии Туполева. Я надеюсь, что это положительно скажется на ее копийности и деталировке. А купить все необходимое для создания такой модели и саму модель, грунт, клей и краски вы можете в магазине «Модельная лавка». Там я нашла металлик от фирмы Мачете, которым я и покрашу эту модель. А применяя этот промокод на свою первую покупку, у вас будет скидка в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Так что эта модель новинка декабря 2023 года. Ну, считайте, прям свежачок у нас на руках. Внутри у меня схема окраски, и она здесь необычная, а имеет несколько страниц. И здесь нам предлагается 3 варианта окраски. Ну, точнее, не окраски, а тут каждый самолет имеет свое собственное имя, потому что, видимо, их не так много построили, и каждый называется в честь определенного города Российской Федерации. Например, вот этот борт – это Самара, и этот образец изображает машину, которая была представлена на авиасалоне МАКС 2009. Также нам предлагается собрать борт Красноярск 2018 года и борт Дубна 2015 года. В наборе инструкция, как же без нее. Нам предлагают 2 варианта сборки с выпущенным шасси и в полете. Недавно я собирала модель самолета Грач Су-25, и он был, наверное, половину моей ладошки. Здесь только размах крыла, наверное, сантиметров 15. Модель выполнена из серого пластика, так что, в принципе, мы можем уже оценить масштабы будущей модели. И все выглядит очень симпатично. И также подставка. И, конечно же, декали. Их тут очень много. Тут очень много технических каких-то надписей. Какие-то, вот видите, элементы расшивки, я так понимаю. И прозрачные детали. Так что приступаем к сборке. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Первым шагом мы будем собирать внутренности кабины, и основная тут деталь номер Е19. Е означает, что нам нужна рамочка с буквенным обозначением Е. Вот. И найти 19-ю деталь. Как правило, они по порядку. И 19-я деталь, вот она. Теперь я ее при помощи бокорезов освобождаю. Я бокорезы держу плоской поверхностью к детали и аккуратно освобождаю от рамочки. Откусываю эти ножки. Ну, тут тоже надо быть аккуратным, чтобы не повредить деталь. И теперь эту деталь нужно обработать. Я использую надфиль. Такой плоский. И убираю остатки этой рамочки. Убираем аккуратно, чтобы не сточить лишнего при этом. Так делаем с каждым пеньком от литника. Следующая деталь, которую я буду отделять, это сиденье. Это деталь номер D29, их нужно 2 штуки. Литничок под обозначением D и, соответственно, 29-я деталь. Вот она. Их тут 2 как раз, даже 3. Аккуратно также отделяем. На этом шаге мы устанавливаем всего 2
кресла для пилотов. Вообще их, насколько я понимаю, 6. И первое мы будем приклеивать сюда. Вместо контакта двух деталей я смазываю клеем. Что-то у меня получилось много клея. Сейчас аккуратно губочкой беру излишки, пока он не успел растворить пластик. Так, и аккуратно ставлю сиденье на свое место. И теперь настало время соединить две половинки фюзеляжа. И для этого я сначала установлю внутрь кабину. Кабина у меня без шасси, так как у меня самолет в полете. И тут надо, вот если вам видно, такая вот выпирающая деталь, небольшой штырек, и вот здесь такое маленькое отверстие. Их надо сопоставить. На ощупь мы сейчас их найдем. Угу. Отлично. И теперь можно воспользоваться клеем. Теперь я установлю каркасную деталь. Конечно, в самолете, наверное, такой нет, но у модели есть. Благодаря этой детали наше крыло будет держаться на самолете. И здесь нужно вставить до упора. У этой детали есть, видите, упоры. И их надо просто поставить и смазать клеем. И затем соединяем половинки. Так. И теперь я перехожу к установке хвостового оперения. И тут очень такая интересная деталь, то что каждую из этих деталей можно установить как в правильном, так и не в правильном положении. Соответственно, при сборке будьте внимательны и определяйте верхнюю часть хвостового пера. И я условно назвала вот эти вот крепежные элементы, как грибочки, наверх. А теперь я перехожу к установке обтекателей на двигателе. И, соответственно, деталь сначала примеряем. И теперь при помощи клея фиксируем. Как видите, стык получается очень идеальный. И закончу установку элементов двигателей на переднюю часть крыла. Тут также смотрим, чтобы вот выпирающий элемент смотрел в соответствующую впадинку. Я завершаю сборку своего самолета. Пока что приклеивать крыло я не буду, но примерить могу, так как я думаю, что мне будет проще окрашивать его без крыльев. Вот так. После сборки модели перед процедурой грунтовки я нанесу на стеклянные элементы маски. Тут я буду применять готовые маски. Мне это сэкономит время, поскольку процесс изготовления таких масок собственноручно довольно муторный процесс. Из баллончика я грунтую самолет, и я планирую использовать спиртовой акрил от Machete в этой работе, поэтому грунт тут будет обязательным элементом. Из аэрографа я наношу основной цвет, и это тоже металлик от Machete. Потом я слегка полирну, и базовый слой будет готов. У Ту-95 после того, как в его бомбоотсеках прописались крылатые ракеты нового поколения Х-55, открылось второе дыхание. В качестве носителя этих крылатых ракет выступил самолет нового поколения Ту-95МС. История его создания довольно необычна. Оказывается, в свое время руководство военно-морского флота нашей страны, озабоченное бурным развитием за рубежом атомных подводных лодок, приняло программу создания целого парка противолодочных самолетов, охотников за субмаринами. В конце концов оказалось, что одним из лучших носителей противолодочного оборудования может быть именно Ту-95, который обладает большой грузоподъемностью, огромной дальностью и продолжительностью полета. Масками я спрячу базу для нанесения другого цвета на фюзеляж и крыло, и для этих целей нет готовых масок, так что мне придется использовать скотч. И, конечно, использовать высотный скоростной бомбардировщик в режиме неспешного бражирования над океанскими просторами на скорости всего-то в 450 км в час нецелесообразно. Но ведь машину можно и переделать. Снять, к примеру, ненужные тяжелые пушечные башни, коих на Ту-95 было целых 3, сделать новое крыло, оптимизированное для иных скоростей полета, изменить фюзеляж, в котором кроме летного экипажа должны размещаться еще и операторы поисковых систем.
И на таком самолете обязательно нужно было предусмотреть места для сна и отдыха. Вместо бомб или ракет бомбоотсек нужно было оборудовать держателями для глубинных бомб и противолодочных самонаводящихся торпед. Да и много ли чего еще нужно охотнику за подводными лодками. Так в нашей стране появился новый самолет, своими повадками совершенно не похожий на Ту-95. И название он получил иное – Ту-142. И вот теперь, когда для новых российских крылатых ракет потребовался самолет-ракетоносец, взоры военных неожиданно пали именно на флотскую машину. И действительно, носителю крылатых ракет вовсе не нужна большая скорость полета. Его задача – доставить ракеты в нужную точку земного шара и находиться там, ожидая команды на их запуск. И вручную прокрашу некоторые элементы фюзеляжа. Главное, что требуется от носителя, это высочайшая надежность всех бортовых систем и двигателей. А в этом отношении двигатель НК-12 и электронные системы Ту-95 сумели доказать свою надежность даже не годами, а десятилетиями. Конечно, лишние члены экипажа на борту Ту-142 в варианте ракетоносца ни к чему. А раз освобождается место, то можно весь операторский отсек убрать за ненадобностью. Фюзеляж станет короче, а вес самолета меньше. Первый ракетоносец нового поколения был переделан из обычного противолодочного Ту-142. И произошло это в 1979 году. А вскоре началось серийное производство новых боевых машин, которые постепенно заменяли устаревшие Ту-95 прежних модификаций. И, конечно же, на больших плоскостях я поработаю аэрографом. После того, как краска высохла, я наконец могу убрать скотч. И снова немножко ручных работ в соответствии со схемой окраски. Чтобы не путаться в названиях, ракетоносный Ту-142, вернувшийся в сухопутную авиацию из военно-морского флота, вновь был назван Ту-95, правда с прибавлением индекса МС. По своей боевой мощи Ту-95 МС практически не уступает ракетному крейсеру, и не случайно эти самолеты называют воздушными кораблями, а каждому из них присвоено собственное имя – Москва, Саратов, Благовещенск, Белгород и многие другие. И это лишний раз подчеркивает ту важную роль, которую эти грозные крылатые машины играют в деле укрепления обороноспособности нашей Родины. Сегодня Ту-95 МС продолжают совершенствоваться, а их ударное вооружение состоит из куда более эффективных крылатых ракет Х-101. Черной смывкой я попробую выделить расшивку бомбардировщика. После того, как смывка чутка подсохла, я удаляю излишки тряпочкой, смоченной в White Spirit. И вот теперь точно все большие окрасочные работы над самолетом закончены. Я могу снять маски со стеклянных элементов самолета. А теперь я прорисую оборонительное вооружение бомбардировщика. Время нанести декали, и я буду делать борт с личным именем Дубна. Собственно, и переведу я эту декаль. Также мне надо нанести обозначение принадлежности самолета к России, написав на нем BBC Россия. И надеюсь, что вы поняли, что это шутка. И последний штрих. Я окрашу коки винтов и приклею крылья к фюзеляжу и также воздушные винты к двигателям. И вот такая модель у меня получилась. Очень даже здорово получился у меня серебристый цвет. И мне кажется, модель на уровне. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы вдохновились на ваши собственные стройки. А бомбардировщик пойдет в шкаф.
До новых встреч. Пока-пока.